Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня обратим наш взор на важную тему, касающуюся, с одной стороны, глобального уровня государства, с другой – локального уровня отношений в паре. Тема эта важна во многом потому, что чаще всего люди не понимают, что создание, существование, процветание или разрушение систем вовсе не результат каких-то случайностей, а результат определенных процессов, зная которые, системами можно управлять, направляя их развитие, корректируя или даже разрушая, когда это необходимо. Мы остановимся именно на разрушении систем в ракурсе рассмотрения деструктивных систем, которые объективно нуждаются в разрушении и ликвидации, потому что представляют из себя опасность. Да, разумеется, на деле все не так просто, как это может показаться, но управление сложными системами и не должно быть простым, однако важно то, что это в принципе возможно. Любая система состоит из элементов. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию. И благодаря выполнению этой функции система поддерживает свою целостность. Чем более объемная масштабная система, тем больше у нее функций и тем больше у нее специфических элементов для выполнения этих функций. До тех пор, пока каждый элемент продолжает выполнять свою функцию, система находится в безопасности, потому что через выполнение своих функций эти элементы самовоспроизводят систему изнутри, обеспечивая ее устойчивость и стабильность. Это хорошо, когда система конструктивная и безопасная, направленная на благополучие своих элементов и других систем, внешних для нее. Но такая форма самовоспроизводства системы становится критической проблемой, когда суть системы деструктивная, направленная на силовой контроль, насилие и разрушение. Такие системы объективно нуждаются в уничтожение и прекращение своего существования. Но как в принципе может произойти разрушение деструктивной системы? В качестве примеров деструктивных систем будем иметь в виду пару, в которой один из партнеров избивает другого, и государство, являющееся авторитарной диктатурой, которое применяет насилие по отношению к своим гражданам и осуществляет военную агрессию по отношению к другим странам. В целом, разрушение системы может произойти двумя способами. Первое – это внешнее воздействие при вмешательстве другой системы, и второе – это внутреннее воздействие при вмешательстве элементов системы. И в рамках нашего разговора обратим особое внимание на второй вариант – внутреннее воздействие. Так каким же образом элементы системы могут ее разрушить? Ответ кажется очевидным – силовым. И это тоже верный вариант. Однако гораздо важнее другой ответ. Чтобы разрушить деструктивную систему, элементы этой системы должны прекратить выполнение своей функции. Как только система перестанет воспроизводить сама себя изнутри, она утратит стабильность и обрушится. Действует простая логика. Если жертвы репрессии и агрессии продолжают выполнять свои функции жертвы, то насильник никогда не остановится. Как бы это ни звучало, но если жертвам нет дела до себя, то насильнику и агрессору уж точно до их состояния дела нет. Как может выглядеть в наших примерах прекращение выполнения элементами деструктивной системы своих функций? В деструктивной паре жертва насилия должна принять решение перестать быть жертвой и обратиться за помощью. Как бы ни было трудно, но первичный импульс всегда должен исходить от пострадавшей стороны. Насильник никогда не остановится сам. А те, кто может помочь, не помогут, пока их об этом не попросят, потому что никто не читает мыслей. В авторитарной диктатуре все аналогично. Например, пока все те, кого называют бюджетники, у которых в условиях диктатуры наверняка мизерная зарплата, или сотрудники госкорпораций, продолжают каждый день ходить на работу и выполнять свои функции, авторитарной системе ничего не угрожает. Но как только учителя, врачи, работники метрополитенов, сотрудники госбанков, различных департаментов, пенсионного фонда и так далее перестанут выполнять свои функции, система разрушится, причем достаточно быстро. При помощи насилия авторитарная диктатура может успешно запретить населению массовые акции протеста, но такая система не погонит людей при помощи полиции на работу. На работу люди ходят добровольно, воспроизводя тем самым систему изнутри. Подводя итог, скажу, что деструктивные системы – явление комплексное и опасное.
Чем дольше такие системы существуют, тем опаснее и ожесточеннее они становятся. От таких систем страдают все, как другие системы, так и элементы этой деструктивной системы. Да, конечно, вариантов разрушения деструктивных систем много, и в реальности, скорее всего, верным окажется их сочетание. Но сегодня я специально обратил ваше внимание на особом варианте, который требует от элементов деструктивной системы лишь одного – собственного желания. Прекращение выполнения элементом своей функции для системы ничем не грозит. При появлении мыслей наподобие «а вдруг станет хуже?» нужно спросить себя «так куда уж хуже?» Нет. Хуже не будет, наоборот, станет лучше. Да, может, не сразу, но станет. А вот если продолжать обеспечивать деструктивной системе ее целостность и стабильность, то лучше не станет никогда, и вот это уж гарантированно. Уверен, тут есть над чем подумать, так что предоставлю вам такую возможность. На этом буду заканчивать. Напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи.